В комментариях я часто вижу разнообразные шутки о дне, когда Российская Федерация останется без своего бессменного президента. Кто-то заготавливает шампанское, кто-то повторяет ставшее популярным стихотворение с вот этим вот «на крик, когда же эта сволочь сдохнет, уже никто не спрашивает кто». Но что по факту будет происходить в такой ситуации? Кто станет президентом России, если этот момент настанет? Президентом станет премьер-министр. Причем, скорее всего, не только временно исполняющим обязанности, но и долгосрочно. Конституция предусматривает четкую и быструю процедуру в случае отставки по любым причинам президента. В течение 3 месяцев должны быть проведены выборы. Причем выдвижение кандидатур там вообще чуть ли не сразу и идет 2 недели. За это время элитам вряд ли удастся договориться о какой-то другой кандидатуре, кроме того, кто уже и так будет исполнять обязанности. Но кто же этот кто-то и откуда он взялся? 2020 год. После послания Владимира Путина Федеральному собранию пост премьер-министра резко покидает сидевший там почти десятилетие Дмитрий Медведев. Тандем заканчивает свое существование. Его место занимает человек, о котором страна, если и слышала, то мельком. Из чего многие делают вывод. Человек этот для переходного периода просто. Ведь в послании Путин анонсировал обнуление собственных сроков, то есть возможность переизбраться еще. Но сегодня, 6 лет спустя, пост премьера занимает все тот же человек. Сегодня поговорим о Михаиле Мишустине, втором лице российского государства. В 26-м году, конечно, слова «второе лицо» в России звучат немного странно. Тем не менее, Мишустин интересен тем, что получил должность премьера, когда большинство россиян о нем и слыхом не слыхивали, а к ближнему кругу президента он при этом не принадлежал. И вот такой человек в итоге остался на своем кресле, даже когда началась война, и теперь считается главным технократом из тех, кто составляет российскую верхушку и имеет далеко не нулевую вероятность стать следующим президентом России. Есть о чем поговорить. Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании есть сделанный нами гайд о том, как обходить блокировки. Спонсирует его сервис M-Card, выпускающий буквально за 5 минут виртуальные карты, которые работают за границей. Если вам нужна резервная карта, которую можно пополнить из России, обращайтесь к ним. А если вы подыскиваете подходящий VPN-сервис, обратите внимание на Liberty VPN. У них есть серверы под разные задачи, например, отдельные игровые. А еще для тех, кто рекламу не перематывает, в первом комментарии объявление о вакансии иллюстратора в нашу команду. Михаил Мишустин свою карьеру чиновника начал с работы налоговиком. Еще в 1998-м он пошел работать в существовавшее тогда Министерство по налогам и сборам, где стал в итоге замминистра. Помните это? «Заплати налоги и спи спокойно». Вот это министерство тогда это выпускало. Потом он руководил Роснедвижимостью, затем агентством по управлению особыми экономическими зонами, которое при нем открыло, например, хорошо известную экономическую зону в Алабуге. Самая высокая должность, которую занимал Мишустин до премьерства, это глава налоговой, в которой он начинал государственную карьеру. К тому моменту она уже приобрела форму Федеральной налоговой службы. Руководить его в 2010 году назначил туда премьер-министр Путин. И следующие 10 лет Мишустин проработал на этом посту. Источники Forbes в 2020 году, когда все кинулись разбираться, кто же это нахрен такой, назначен премьер-министром, сообщили, что за назначение Мишустину пришлось бороться. Против него был бывший глава ФНС Анатолий Сердюков, который хотел видеть новым руководителем кого-то из своей команды. Газета «Ведомости» же называла Мишустина протеже Алексея Кудрина, человека, который проработал министром финансов на протяжении нулевых, а в десятых пару месяцев поддерживал протесты на Болотной и даже выступил на одном из митингов. За эти 10 лет Мишустин модернизировал налоговую службу, которая объединила всю свою работу в одной компьютерной системе под названием «Налог-3». Ему также приписывают сокращение выездных налоговых проверок, то есть когда инспекторы вживую ехали копаться в документах. Приписывают и переход на подключенные к интернету кассовые аппараты, что, естественно, вывело значительную часть экономики из серой зоны. За 10 лет на посту у главы ФНС про Мишустина закрепилось 2 мнения. Первое, что он действительно настоящий технократ и работяга, которому интересна реальная работа, выстраивание процессов и вытаскивание российских госконтор в 21 век. Второе мнение, что Мишустин ценит пиар. Причем как своей организации, так и свой личный. И да, он уделял немало внимания рекламе самой налоговой службы. Нанимал опытных медиа-менеджеров, которые придумывали полноценные рекламные кампании для ФНС и активно общались с журналистами. Не на последнем месте был и личный имидж.
который построен на умении не ссориться с другими представителями российского руководства. Мишустину было важно, что у него в зоне ответственности все работало хорошо, и чтобы все об этом знали. Премьер-министром России Михаил Мишустин стал молниеносно. В середине января 2020-го Дмитрий Медведев, который отсидел на посту премьера целых 8 лет, с тех пор, как перестал быть президентом, неожиданно объявил, что уходит в отставку. Это произошло сразу после путинского послания Федеральному собранию, где тот объявил, что будет вносить в Конституцию те самые знаменитые поправки. Публичная причина, почему Медведев ушел, заключилась именно в этом. Мол, президент нас тащит в новую эпоху с грандиозными изменениями, поэтому кабинет министров нужно непременно обновить. Настоящая причина ухода Медведева, естественно, неизвестна. В общем, нужен был новый премьер, и Путин в тот же день выдвинул кандидатуру Мишустина, а Госдума оперативно ее быстренько одобрила. Впечатление от Мишустина было необычным. Новый премьер даже не успел побыть главой какого-нибудь министерства, но сразу стал вторым лицом в государстве. Более того, у России до этого аж 12 лет фактически не было премьер-министра, как отдельной политической фигуры. С 2008-го премьером был экс-президент Путин, который не особо-то и экс. Затем был экс-президент Медведев, для которого это была просто сверхпочетная пенсия. Теперь же у России неожиданно для всех появился технократичный премьер-министр, которого большая часть страны вообще до этого не знала. И кроме того, он даже не выглядел как политик или часть правящей элиты. В состав правительства Мишустин набрал немало своих людей. Например, вице-премьерами стали личные друзья Мишустина Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко. Причем Чернышенко до сих пор на посту. Также вице-премьерами стали заместители Мишустина из налоговой службы Дмитрий Григоренко и Алексей Аверчук. Но в кабинет министров попали также и люди из команды другого известного технократа Сергея Собянина. Это вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Когда Мишустин стал премьером, у некоторых людей нашего фланга даже появилось ощущение, что грядут какие-то позитивные перемены. В конце концов, появилось новое лицо из числа государственных технократов. С большой натяжечкой, но можно было бы сказать даже и что из либералов. На «Медузе» даже известный прогнозист Андрей Перцев написал, что, похоже, Россия пойдет по пути Казахстана и передаст власть новому поколению. Ну, не очень сложилось это дело. Идеи об либерализации страны, связанные с Мишустиным, не очень-то оправдались, мягко говоря. Итак, поскольку работа премьером у Мишустина началась в 2020-м, нетрудно догадаться, каким стало для него первое испытание. Как вы помните, может быть, тогда вообще-то ковид был. Разберемся после небольшой рекламы нашего книжного магазина. Если вам интересно про российскую политику и как вообще у нас все это получилось, в моей книге «История новой России» как раз это все написано. История учит нас понимать, почему мир стал таким, какой он есть. Почему появился Международный суд? Зачем создавали ООН? Как вышло, что в демократической новой России укрепилась диктатура? На все эти вопросы историки отвечали не раз. Но проблема в том, что через их труды бывает сложно продраться. Книги по истории редко можно назвать легким чтением. Поэтому мы решили создать собственные учебники, где сложные исторические процессы рассказаны интересно и простым языком. Где есть красивые и, что важно, корректные иллюстрации. Такие, чтобы каждый разворот хотелось рассматривать. Мы сосредоточились сейчас на двух периодах. Во-первых, на истории новой России. Ее события влияют и на нашу жизнь до сих пор. Если вы хотите разобраться, как приходила экономическая реформа, какие были альтернативы, как победа Ельцина в 93-м создала предпосылки для появления путинской автократии и диктатуры, и как эта самая автократия формировалась, тогда покупайте книгу «История новой России». Второй же период, по сути, сформировал все современное мироустройство. И он коснулся почти каждой российской семьи, советской семьи еще. Это Вторая мировая война. Событий там очень много, поэтому мы решили сделать серию книг, чтобы дать полное представление о произошедшем. Сейчас вы можете приобрести первый том из этой серии. Там рассказано о причинах Второй мировой и о том, как она началась. Как повлияли Версальский договор и мировой кризис, что привело Гитлера к власти. Второй том выйдет в этом году, я надеюсь. Его печать мы частично финансируем с продаж первого тиража. Так что, если хотите поддержать наш проект, покупайте книгу. Еще можно пожертвование сделать. Важный момент. Покупать мои книги в России законно. Вы ничего не нарушаете. Качество у обеих книг отличное.
Они могут стать хорошим подарком и украсить интерьер. А еще у нас в магазине есть мерч. Можете вместе с книгой купить, например, худи с надписью «До завтра». Моим почерком. Кривоватым. Ну, ладно, нормальным почерком. Ссылка на наш магазин в описании. Продолжаем. Мы тут про премьер-министра России Мишустина. Так вот, поскольку Мишустин вступил в должность премьера в 2020-м, нетрудно догадаться, что занялся он первым делом ковидом. Конечно, это было главное дело тогда. В январе-то о ковиде еще никто особо не думал. Все просто с интересом почитывали новости из Уханя, полагая, что все это не близко и ненадолго. Но уже через пару месяцев все завертелось всерьез. Плохие новости в течение пандемии, да и в принципе на протяжении всего правления, Путин объявлять не хотел. Потому задачу взвалили на губернаторов регионов, а на федеральном уровне на нового премьера Мишустина. Потом, правда, ковид свалил и самого премьера, который в мае почти месяц лечился от него, а его обязанности исполнял зам Белоусов, нынешний министр обороны. Ходили даже разговоры, что премьер обратно на свой пост уже не вернется, но обошлось. Впечатления о том, как правительство Мишустина справлялось с ковидом, смешанные. С одной стороны, экономика все выдержала, с другой, локдауны в России закончили слишком рано, и от этого погибло больше людей. Впрочем, дискуссии о балансе между экономикой и защитой от ковида велись практически во всех странах мира, причем ведутся они до сих пор, и до сих пор нет какого-то понятного вывода, как было правильно. Будучи премьером, Мишустин особо никак не участвовал в российской провластной политике. Да, поддержал поправки в Конституцию, конечно, из-за которых его и назначили премьером. С «Единой Россией» везде и всегда публично сотрудничал, потому что, а как иначе? Но каких-то активных именно политических действий и заявлений за ним замечено не было. Поэтому сложно говорить о том, чего Мишустин в целом добился на своем посту. Он просто продолжал работать и в особо громких новостях не появлялся. Вот Мишустин посетил завод, тут съездил на один из 30 российских экономических форумов, там совещание провел по телевизору. Это, в общем-то, все, что видно со стороны. Из чего можно сделать вполне закономерный вывод. Мишустин погружен в работу и другими вещами не интересуется. Проблема, конечно, в том, что все его премьерство состояло и состоит из кризисов, которые создает не он, но разбираться с ними приходится именно ему. И если первым таким кризисом был ковид, то вторым стала война. Большая война с Украиной для Мишустина, судя по всему, стала сюрпризом. Все же премьер-министр не входит в близкий круг Путина, с которым тот планировал свою специальную военную операцию, и поэтому подготовиться к последствиям вторжения Мишустин не успел. Именно правительству Мишустина нужно что-то активно предпринимать в связи с западными санкциями, которые активно посыпались на Россию, пока Путин и его генералы занимались рисованием стрелок на карте. Личное поведение Мишустина в паблике изменилось. Раньше премьер был только рад оказаться в прессе, но с началом войны, судя по всему, желание поубавилось. Видимо, ассоциировать себя с войной Мишустин не хотел и не хочет. Здесь, конечно, налицо контраст с предшественником Мишустина Дмитрием Медведевым, который полностью погрузился в балабольство и раз в неделю выступает с предложениями взорвать Киев или Вашингтон. Мишустин же наоборот, старается тему игнорировать и заниматься обычной правительственной менеджерской работой. Естественно, полностью избежать контакта с войной у него не выходит. Иногда за шкирку да притащат куда-нибудь. Именно Мишустину выпало разговаривать с крупным бизнесом, который задавлен санкциями, и именно Мишустин пытался решить их проблемы. Долгое время Мишустин в своих выступлениях старался вопросов войны избегать настолько, что даже не произносил слова «специальная военная операция». Однако, то ли когда вся экономика и жизнь в стране просто начали вокруг войны вращаться, то ли когда с кочергой пришли и вставили в нужное место, совсем отгородиться от терминологии ему стало невозможно. Но в любом случае участие Мишустина здесь сводится к тому, чтобы поддерживать функционирование госаппарата, чтобы тот просто продолжал работать. И даже когда премьер-министр говорит о войне, то предпочитает фокусироваться на социальных темах. Что делать с вернувшимися солдатами, сколько денег платить, какие выделить льготы и помощь. Захват же условной Константиновки ни в полномочия, ни в интересы Мишустина не входит. Впрочем, похоже, что Владимир Путин работой премьера вполне доволен. За годы войны в России успели пройти президентские выборы в 2024 году, на которых Путин набрал 3000% и даже с внешней точки зрения имел отличную возможность сменить второе лицо его правительства. Но Путин этого не сделал. После очередной президентской инаугурации
Сменили лишь Шойгу на Белоусова и притащили в кабинет министров парочку бывших губернаторов. Мишустина же снова назначили премьером. Ролик уже заканчивается, а мы, в общем-то, ничего интересного не сказали о премьер-министре России. 6 лет премьером является человек, о котором в целом до сих пор в передаче на политическом канале и сказать-то нечего. Поэтому повторимся. Когда Михаил Мишустин стал премьер-министром России, было мнение, что на посту этом он не задержится. Мол, Путину был нужен человек, который проведет страну через изменение Конституции, который будет просто стабильно улучшать работу системы. В общем, технократ. Считали, что когда все уляжется, Путин назначит премьер-министром кого-то из своего классического старого круга. Но так не произошло. Мишустин продолжил быть и технократом, и премьером. За 6 лет на своей должности он не оказался замешан ни в каких конфликтах внутри российской элиты, не покушался на влияние тех, кто за него борется. Михаил Мишустин – пример человека, которых в российской власти, наверное, большинство. Просто он среди них самый известный и самый высокопоставленный. Видимо, целью этих людей было просто работать чиновниками. Получать там зарплату, может обогатиться как-то. У многих также есть цель работать на своих должностях хорошо. Пока по телевизору мы видим сумасшедших, которых никак не волнует состояние страны, лишь бы фронт на карте продвигался, эти чиновники как-то поддерживают функционирование государства на должностях от налогового инспектора до премьера страны. И поддерживать войну, как-то активно солидаризироваться с Z-истерией им для этого не обязательно. Даже разрешено этого не делать. Когда-то с Мишустиным связывались надежды, что в России наступят таки перемены к лучшему. В вакууме, в мирной и свободной стране это как раз прекрасно, когда делами руководят технократы, может и не самые заметные, зато эффективные, которые бесконечно занимаются улучшением KPI, реструктуризациями и оптимизациями. И другой, куда менее публичной, но полезной работой, поддерживающей не только государство, но и граждан. Даже в военное время такие менеджеры думают не о битвах, а о том, как сохранить работоспособность веренной им структуры. Проблема, однако, в том, что такие люди внутри системы не могут оказать никакого сопротивления, если она начинает идти по неверному или вообще какому-то безумному пути, как произошло с нашей страной. Безликие и безидейные технократы могут с одинаковой эффективностью строить и школу, и барак в ГУЛАГе. И в нашем случае они оказались строителями фундамента системы, убивающей сотни тысяч людей ни за чем и ни за что. Они очень профессионально этот фундамент поддерживают, и во многом благодаря им Россия пережила множество шоков, которые случились в результате войны, и сохранилась в состоянии, позволяющем дальше ее вести. Российские политические и управленческие элиты сейчас выглядят именно так: безидейными, безинициативными, профессионалами своего дела, которые демонстративно не лезут в политические решения, но выполняют работу на своем уровне. Что, конечно, делает их соучастниками того ужаса, который происходит. Но более интересный тут вопрос: что будет с Россией, когда эти элиты останутся, а Владимира Путина не будет? Вопрос открытый. До завтра.